Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Предлагаю вам сегодня пройти тест на знание слов, которые относятся к уровню B1. Это своего рода игра, даже для меня, потому что мне нужно будет объяснить вам, что это за слово, не используя в своем объяснении слов, которые были бы однокоренными тем, что вам нужно угадать. Даже если вы угадаете все слова, это, конечно, не гарантирует того, что у вас уровень B1, потому что уровень невозможно определить только по знанию лексики. Например, я нередко сталкиваюсь с таким явлением, что я могу общаться на иностранном языке на какие-то более сложные темы, но при этом не знать каких-то базовых вещей, например, какие-то цвета или части тела и так далее. И происходит это потому, что я эту лексику целенаправленно не учила, а в разговоре она мне не пригождалась. Поэтому есть определенные пробелы. Но это не значит, что из-за них у меня уж какой-то совсем базовый уровень владения языком. Ну и к тому же вы можете знать слово, но по моему описанию просто не догадаться его значению. Такое тоже может быть. Поэтому воспринимайте этот тест как игру. У вас будет несколько секунд на то, чтобы дать ответ, но вы всегда можете поставить на паузу, если вам этого времени будет мало. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Первое. Как другими словами назвать желание? Что-то, чего вы очень сильно хотите, но чего у вас нет. Возможно, это что-то малореальное и почти неосуществимое, например, купить остров. Или трудноосуществимое, например, объездить все страны мира. Или вполне осуществимое и то, что является вашей целью, к которой вы стремитесь. Я хочу полететь в космос. Это моя мечта. Моя мечта – красиво петь и танцевать. Каждый вечер я засыпаю с мечтой говорить на всех языках мира. Идем дальше. Как называется представление в театре, в котором актеры на сцене исполняют свои роли, а зрители наблюдают за развитием сюжета? Это спектакль. На выходных мы с друзьями ходили на спектакль «Анна Каренина». Ребята из театрального всегда мечтали играть главные роли в известных спектаклях. 3. Желание поесть. Легкое чувство голода. Состояние организма, связанное с потребностью в пище. Его, кстати, может и не быть по каким-то причинам. А еще у нас есть выражение «приходит во время еды». Кто к нам приходит во время еды? Или что? Аппетит. Аппетит приходит во время еды. Что-то у меня нет аппетита, я, пожалуй, не буду есть. Мне б такой аппетит, как у тебя. А как называется место, куда приезжают поезда? Электрички, метро, поезда дальнего следования. Или другие транспортные средства, но в основном так говорят про железнодорожный транспорт. Это станция. Мы прибыли на железнодорожную станцию за 5 минут до отправления поезда. До места назначения нужно проехать 5 станций метро. На этой станции всегда много людей, она очень загруженная. Не обязательно упоминать вид станции, как правило, это ясно из контекста. А теперь поговорим о кухне. Как называется инструкция, которая описывает приготовление блюда? Она обычно включает список ингредиентов и пошаговые указания по приготовлению. И это рецепт. Подруга поделилась со мной интересным рецептом пасты с морепродуктами. Чтобы испечь торт, нужно четко следовать рецепту, иначе он вряд ли получится вкусным. Этот рецепт передавался из поколения в поколение, и поэтому он очень ценный. Рецепт может быть не только кулинарным, но еще и медицинским. Например, врач выписал мне рецепт, то есть рецепт лечения.
в список лекарств. Ну и раз уж мы заговорили про кухню, как называется продукт животного или растительного происхождения, который используется для приготовления пищи? Оно может быть сливочным и мазаться на хлеб, или использоваться в выпечке, в какой-то еде в целом. А может быть подсолнечным, оливковым, кунжутным и так далее. И также использоваться либо для жарки, либо как добавка к блюдам. И это масло. На завтрак я намазала масло на хлеб и сверху полила вареньем. Для приготовления теста нужно растопить сливочное масло и добавить его к остальным ингредиентам. Нужно добавить немного масла в сковороду, чтобы пожарить овощи. А как называется ломтик хлеба, на который можно намазать то самое сливочное масло или положить на него колбасу, сыр, икру? Его еще называют сэндвичем, но это не настолько употребительное слово, как мне кажется, особенно если мы его делаем дома сами. И это бутерброд. На завтрак я приготовила себе бутерброд с авокадо и помидорами. Обычно я с собой беру на работу пару бутербродов на перекус. Он предпочитает бутерброды с сыром и ветчиной. А что человек получает за свою работу? Сумма денег, которую ему выплачивают раз в месяц, раз в 2 недели, каждый день, в зависимости от того, какие у него договоренности с работодателем. Это зарплата или заработная плата, но это словосочетание употребляется гораздо реже. Каждый месяц я получаю зарплату на свой банковский счет. Ему увеличили зарплату на 10% в этом году. На собеседовании мы обсудили условия труда и размер зарплаты. А как описать состояние, когда у вас много денег? Не только денег, но материальных ценностей в целом и нематериальных ценностей в том числе. Оно может быть материальным, а может быть духовным. Это богатство. Она считает, что истинное богатство заключается не в деньгах, а в дружбе и любви. Его богатство позволило ему путешествовать по всему миру и наслаждаться жизнью. Богатство природы в этом регионе привлекает туристов со всего мира. Следующее слово. Как называется то, что у меня на голове? Это волосы. У него были густые волосы, которые светились на солнце. Она решила отрастить длинные волосы, чтобы чаще экспериментировать с прическами. Теперь, небольшая сельская местность. Один из видов населенных пунктов, который часто расположен вдали от города. И по сути это противоположность городу. Это деревня. Летом мы ездили в деревню к бабушке. На выходные они решили поехать в деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом. У нас в деревне все делается своими руками. Вещь или услуга, которую человек преподносит другому на день рождения или на какой-нибудь другой праздник. А может быть просто с целью выразить внимание. Что-то, что доставит удовольствие или пользу. Это подарок. На день рождения я получила в подарок книгу, о которой давно мечтала. На Новый год под елкой меня ждал большой подарок. А как называется то, что мы видим на небе и что загораживает солнце и образовывает на земле таким образом тень? Возможно, на картинке будет понятнее. Это облака или облако. Сегодня небо затянуто облаками и ожидается дождь. Мы наблюдали красивые облака, похожие на пушистых котиков. Мне нравится, когда самолет летит сквозь облака. Создается ощущение, что кругом мягкая вата, которой можно коснуться.
Предпоследнее слово. Качество характера, которое проявляется в радушном приеме тем, кто приходит к вам в дом. Вы о них заботитесь и делаете все, чтобы им было комфортно и уютно в вашем доме. Как называется это качество? Это гостеприимство. Персонал отеля отличался настоящим гостеприимством. Они сделали все возможное, чтобы наш отдых был комфортным. Хозяева встретили нас с таким гостеприимством, что мы почувствовали себя как дома. И последнее слово. Как назвать проявление внимания, любопытства к чему-либо? Я часто говорю, что чтобы учить язык эффективно, прежде всего к нему должен быть, или вы должны к нему проявлять, что? Интерес. Прежде всего должен быть интерес к иностранному языку и к тем материалам, которые вы используете для обучения. Будет интерес, будет и все остальное. Итак, сколько правильных ответов у вас получилось дать? Пишите в комментариях цифру. Даже если вы знали не все слова, то в этом видео их узнали. Поэтому надеюсь, что во всяком случае было полезно. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!